В конце 18 века в Речи Посполитой, в Польше, в крестьянской семье родился мальчик, которого до сих пор считают самым прожорливым человеком на земле. Его звали король Домиш, но в историю он вошел под именем Шарля Домери. Парень появился на свет в крестьянской семье, где уже было несколько детей. Король, судя по всему, был не единственным представителем рода, у которого диагностировали отменный аппетит. Некоторые братья Домежа тоже любили покушать, да и отец тоже. Это наводит на мысль о некоем наследственном заболевании. Впрочем, есть и другие версии. Уже в 13 лет король записался в прусскую армию, воевал. Но когда Домежу было 14 лет, он перебрался к французам. Все дело было в том, что те лучше кормили своих солдат. Король не боялся участвовать в сражениях, не переживал, что может быть сражен где-нибудь на полях Европы. Единственное, что его беспокоило, это паёк. Солдату нужно было постоянно и много есть. Причем предпочтения в пищу у него были нестандартные. Король, которого стали звать Шарлем Домери, очень любил мясо. Причем по имеющимся свидетельствам, он предпочитал мясо именно сырое, от жареного его тошнило. На войне было сложно обеспечить ненасытного Шарля. Парень справлялся сам. Ловил кошек, уничтожал крыс, питался свечами, которые тогда делали из натуральных компонентов. По некоторым данным, Домери съел около 174 кошек, причем не каждую из них Шарль предварительно обрабатывал. Другую дичь солдат мог употреблять с перьями или шерстью. Французы выдавали бойцу усиленный паёк, но Шарль постоянно был голодным. Когда нечего было забросить в рот, Домери рвал траву и жевал ее. В день Шарль мог съедать до 2,5 килограмма растительности. Серьезно, исследованием бойца занялись британцы, когда Домери попал к ним в плен. Английские врачи проводили эксперименты над поляком. Однажды Домери выдали около 7 килограмм сырого говяжьего вымени. Шарль быстро съел животную пищу и потребовал добавки. Тогда ему дали несколько килограммов говядины. Молодой человек проглотил мясо. Запил все это Шарль 4 бутылками портера. Врачи удивлялись, что у Шарля не было никаких ожидаемых позывов, тошноты, желания освободить кишечник или мочевой пузырь. Чувства отвращения к сырому мясу у Домери тоже никогда не было, но сырое вымя – это еще ерунда. Однажды Шарль с товарищами направлялся на военном корабле в Ирландию. Там солдаты попали под обстрел. Одному бойцу оторвало ногу, и Шарль попытался ее съесть. Конечность отбили другие французские солдаты. Самое интересное, что у Шарля со здоровьем было все хорошо. Шарля Домери изучали англичане. Ими было установлено, что пленник чувствует себя прекрасно. Пульс в норме, жалоб нет, ожирение отсутствует. Единственное, что смущало, это то, что Шарль сильно потел во сне. Сам Домери рассказывал, что никогда ничем не болел. Почти. В детстве его семья перенесла оспу без последствий. Английские врачи не могли объяснить, каким образом стройный молодой человек с хорошей кожей, чистым языком и приятными чертами лица мог столько съедать. Кстати, Шарль не очень любил, но в больших количествах пил воду. На первый взгляд ничего необычного. Нужно знать, что в 18-19 веках солдатам не рекомендовалось употреблять эту жидкость. Был велик риск заразиться. Бойцам давали слабоалкогольное пиво, разбавляли ром или вино, часто давали кофе. В общем, жидкость должна была быть либо со спиртом, либо кипяченой. Домери пил воду и не болел. Предполагалось, что у Домери были проблемы с мозгом. Орган не понимал, что организм уже насытился, не было тормоза. Впрочем, в целом Шарля оценивали как человека адекватного и рассудительного. Думается, если бы у Домери не было тормоза в голове, то имели бы место рвотные позывы. Вторая версия. У Шарля была нарушена работа щитовидной железы. Обмен веществ шел слишком быстро. Это больше похоже на правду. Выше указывалось, что Домери сильно потел. Вестники Европы в начале 19 века писали про Шарля, указывая, что временами из него выходил клубок червей. Так что, возможно, Домери страдал от глистов. Возможно, он их подхватил, поедая сырое мясо. Как ушел из жизни этот уникальный человек, об этом сложно сказать. Есть неофициальная версия, что Шарлю было около 21-22 лет. Когда сделали вскрытие, оказалось, что в теле накопилось много гноя, а внутренние органы раздулись. Может, все так и было, не берусь утверждать.
Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал Загадки Истории и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.